Если еще есть кто-то живой, отзовитесь. Здорово, работяги, если вы еще живы, не состарились. Я тут немного покемарить днем решил, поэтому последний видос был 2 года назад. Неудобненько вышло. Сегодня кто-то вспомнит, а кто-то увидит впервые легендарный War Thunder. Поговорим с вами об этой игре в формате недообзора с критикой. Сразу обусловлю, что я такое типичное пиво, чисто пивасик, Балтика семерочка. С КД порядка единички в тунчесах и порядка полторашки в самолетиках. Поэтому, как простой игрок, попробую нести вам, простым игрокам, что круто, а что воняет. Наиграл я в сие творение порядка 1000 часов. Лучше бы траву потрогал. Вкачал до топа ветку СССР, до предтопа американцев и британцев. Стоп. Что? Британцы? Так что некоторые, конечно же, пивное представление об игре имею. Давайте начнем за здравие. А что в игре вот прямо отрыв седалища? Это сама концепция игры. Типа представьте, сначала вы едете на 50-тонной махине, начиненной различными снарядами, которые могут разорвать такие же вражеские машины на куски, оставив после себя только горящий каркас. После пары таких заездов пересаживаетесь на самолет и скидываете полутонные бомбы на эти танки. Или же летите на современном реактивном самолете в гущу сражения, благодаря радару доводите свою ракету до цели, которая разлетается на осколки после попадания. Как не докапывайся, а звучит просто очешуительно. Однако, что мы имеем, давайте об этом попозже, когда будем говорить за упокой. Это было прям 11 из 10. Из просто хорошего. Ощущение техники. Эта боевая машина буквально такой и ощущается. Танк едет тяжело, проминается земля, липнет грязь. Звук выстрела буквально пробивает ушные перепонки. В отличие от вражеских танков, дым заливает экран, как про-КСеры заливают дымом окно на Мираже. И все такое. А потная победа в замесе с врагами оставляет чувство, как будто в одиночку был пройден Вьетнам. В общем, к графической и звуковой составляющей вопросов быть не может априори. До кучи все это очень славно оптимизировано, вплоть до того, что на минималках игра пойдет на картошки с проводами. С самолетами та же история. Звуки пропеллеров, звуки реактивных двигателей, механизация самолетов. Все это просто высший уровень. Круче только в ДКС и ему подобных симуляторах. Также отмечу, хоть и немного устаревший, по мнению, пожалуй, большинства интерфейс, однако он приятный и понятный. Настроить можно каждый пердеж, каждую клавишу, вплоть до того, что на топовых самолетах можно отключить пилотную помощь и исполнять элементы высшего пилотажа. Теперь же перейдем к самому интересному. А в чем же беда игры? Поговорим за упокой. Беда игры в том, что она не поспевает за своими амбициями. Сначала мы из каждого угла слышим про реалистичность, многообразие техники, а в жестокой реальности видим. Не пробил. Не пробил. Есть попадание. И это далеко не единичный случай, я не занимаюсь черепикингом. За отыгранную 1000 часов у меня такое было сплошь и рядом. Не пробитие, рикошеты, а отсутствие урона. Для игрока в тундру эти слова являются триггером, как для быка красный флаг Тореадора. Совершенно такая же ситуация происходит в небе. Иногда урон не регает, иногда он чрезмерно большой. А с введением самых современных ракет с активным наведением случилась просто турбоатомная пушка. Если раньше требовался хотя бы какой-то навык, чтобы правильно запустить ракету с полуактивным наведением, чтобы уклониться от такой ракеты, то сейчас происходит просто клоунада. Давайте посмотрим видеопример, как человек, использующий истребитель F-16 и новые ракеты АИМ-120, делает вещи.
Опять же, я повторюсь, это не черри-пикинг конкретного момента в одной игре из сотни. Это обыденность. Такое происходит стабильно чуть ли не в каждом третьем матче. И лично мне, как человеку, который влетел в игру, ожидая честности от игры, реалистичности, пусть и неполноценной, это же не симулятор у нас, я получил криво работающий музей с возможностью покатушек. Из этой же оперы имеем многообразие техники. Простите за бранное выражение. Давайте попробуем поймать бинго из клонов. Нет, ну ты что? Так же было и в реальности. Выпускались модификации одной и той же техники, которые не сильно-то и отличались друг от друга. Это просто убейте меня. Еще раз. Игра заявляет, якобы имеется 1000 экземпляров техники, но она не упоминает, что порядка половины из них клон клона на клоне и клоном помазаны. Просто фантастика. И вся эта братья отличается друг от друга минимально. Где-то немного подкорректировали характеристики. Одно чуть быстрее, другое чуть маневреннее, третье имеет несколько другое вооружение. Мы с вами имеем количество, которое пытается превзойти качество. Так не бывает. Есть одна фраза, которая идеально вписывается сюда. Заказчик попросил меня сделать дешево, качественно и быстро. Но выбрать можно только два. Нетрудно догадаться, что улитка выбрала дешево и быстро. Конечно, странно это слышать, учитывая, что проекту лет больше, чем среднему пользователю в наше-то время. Однако какой-то смысл в этом присутствует. Даже прямо сейчас проходит классический тунурский марафон, мол, поиграйте, пофармите очки и в награду получите уникальную технику от слова «кау». Клон американского истребителя, который в реальной жизни поставлялся в Иран. Отличие у него в том, что есть 2 русские ракеты и 2 иранские ракеты сомнительного качества. Все остальное скопировано подчистую. Фантастическая реализация. Действительно стоит недели с лишним моего времени на фарм этого удовольствия. И тут никакие оправдания не помогут. Хоть вы в симуляторном режиме фармите эти очки за полчаса, особо не напрягаясь. Это как было халтурой, так и остается. И так во всем. Пару-тройку лет назад ввели объемные снаряды, из-за которых пошли все проблемы с пробитием танков, нервирующих по сей день. И так во всем. Лишь бы сделать. А потом, может быть, допилим, а может быть и не допилим, как карта ляжет. Совершенно такая же история происходит и в мире платной техники, премиумных вариантов. Это или клон, или ололо-неиграйка, стреляющая заточенными пивными банками, созданная для веселья. Господи, прости. Еще хуже, по моему мнению, обстоит ситуация с балансом проекта. И тут, и там встречаются так называемые гости из будущего. Это связано с матчмейкингом. Происходит он за счет боевого рейтинга машины, на которой вы будете играть. И дело в том, что во время поиска включается вилка боевого рейтинга. Она составляет от -1 до +1. Таким образом, вы можете кататься на танке времен конца Второй мировой войны, а-ля Супер Першинг, который имеет боевой рейтинг 6,7. А против вас может попасться машина времен Корейской войны. Или вам на голову скинет горяченького реактивный истребитель, который Супер Першинг в своей жизни очевидно не видал. Обратная ситуация, когда вы являетесь гостем из будущего, только теперь вы буквально бог-машина, которую довольно тяжело пробить, если не знать игру наизусть. И уже вы скидываете горяченького на голову более слабых соперников. Так быть не должно, это бред. В игре более сотни тысяч игроков ежедневно. Если бы этой вилки не было, или она была бы меньше, поиск игры бы не занимал 10 минут. Он, возможно, был бы чуть подольше, зато игра была бы более честной. Следующая по уровню паршивости ситуация происходит с картами. Добрая половина карт состоит из полей, пустынь, холмов и лесных опушек, где побеждает тот, кто побыстрее занял кустово-холмовую позицию. Ситуация доходит до особенного уровня абсурда, когда вы играете на топах. Некоторые карты поленились переделать под современные виды техники и просто увеличили их в несколько раз. Тут я даже говорить больше не буду про это. Настолько эти поля пустынных холмов убивают все желание играть. И вот понимаете, возвращаясь к пункту с отвалом седалища и к амбициям игры, очень грустно на все это смотреть. Новичку, который еще не видел всего ужаса, что творится в игре, буквально пускается пыль в глаза. Сначала он более-менее быстро проходит ветку одной нации, уже летает на реактивах или катается на ранних основных боевых танках, потом углубляется в проект, изучает, как это все устроено, смотрит на то, как оно работало или работает в реальной жизни, и розовые очки спадают. Нас настигает классическое для современной игровой индустрии чувство, когда даже простые игроки понимают, что проект мог быть намного лучше, мог получиться более сбалансированным.
мог получиться более качественным. Однако все эти влажные мечты разбиваются о человеческую алчность, лень и самоуверенность. Ведь я более чем уверен, спроси у какого-нибудь разработчика из офиса улитки, они в один голос скажут, что с игрой все круто, она бомбезная. В каком-то смысле это действительно так. Однако лично мне хватило полгода, чтобы понять, что если в игре что-то кардинально не поменяется, она загнется рано или поздно. И это очень печально, ведь конкретно в таком жанре, чтобы более-менее внятно работали одновременно танки, самолеты, таких проектов, пожалуй, нет. Либо они настолько нишевые, что о них никто не слышал. На этом, пожалуй, будем закругляться. Играть или нет, решение остается за вами. Может, кто сможет смириться с минусами, которые я перечислил, и ему будет приятно играть. Лично я до боли разочарован, ведь амбиции проекта просто сносят башню, а реализация ранит самое сердце. Спасибо вам за просмотр, поделитесь своими мыслями в комментариях, возможно, я упустил какие-то моменты. Буду рад обсудить, надеюсь, скоро услышимся.